Привет, YouTube, я Сорока. Почти 1,5 месяца прошло с момента ежегодной презентации компании Apple, на которой они представили свою новую операционную систему macOS Catalina. И сегодня тот самый день, когда все обладатели уже не поддерживаемых компов этой операционной системы будут счастливы радоваться, потому что у меня есть решение, я нашел в этих ваших интернетах решение, как я уже сказал, которое поможет установить эту самую операционную систему macOS. И после небольшой паузы мы приступим к ее установке. Друзья, я хочу вам рассказать о том, что совсем недавно я открыл магазин гик-тематики, в котором есть фанко-поп, настольные игры, кигуруми и много-много другого крутого стафа, который называется «Восклицание». Подробности по ссылке в описании, а с промокодом Сорока вы получаете скидку 15% на всю продукцию в течение 2 недель с момента выхода ролика. Итак, падаем по ссылке в описании и заказываем крутейшие товары для себя и своих друзей. А теперь вернемся к ролику. Ну и что же мы с вами знаем об этой операционной системе? Ну, она, как обычно, стала еще быстрее, еще красивее и еще более желанная для тех людей, у кого не поддерживаются эти компы. И в этом году, соответственно, определенная порция этих компов перестала ее поддерживать в очередной раз. Но не беда, друзья, софтина работает, все уже проверено, это небольшой спойлер на конец ролика, я все проверил, установил на свой комп, MacBook 2010 года White, такой пластиковый, вы его увидите в ролике. Вы, соответственно, скачиваете софтину по ссылке в описании, и список поддерживаемых, неподдерживаемых компов, соответственно, там же в описании, ныряем, смотрим, поддерживается ли ваш компьютер. Устанавливаем, радуемся и просто начинаем кружиться от того, какие мы счастливые. Ну и давайте уже меньше слов, переходим к установке. И в конце, я не знаю, будет итог, не будет, посмотрим. Заставочку врубай. Открываем скачанный вами файл. У нас открывается папка Catalina, 2 раза щелкаем. И у нас появляется папка опять же с файлом Catalina. Правой клавишей щелкаем, нажимаем открыть, нажимаем разрешить. Ну здесь далее. Выбираем из 2 папок. Левая, соответственно, это выбрать файл, правая это скачать копию. Нажимаем скачать и ждем, пока скачается. Я этот процесс ускорил во много-много раз. Он скачивался около, наверное, то ли часа, то ли получаса. Дальше вставляем флешку, которую мы предварительно почистили, форматировали под раздел macOS Extended. Вставляем флешку, выбираем ее и жмем далее. И опять же видим, как флешка наша заряжается. Теперь выход. Жмем перезагрузку. После перезагрузки зажимаем клавишу Alt до тех пор, пока не появится меню с выбора наших флешек. Выбираем флешку. И ждем, пока появится меню. Теперь сразу нажимаем переустановить macOS, продолжить. Здесь тоже продолжить, принять. Так, выбираем винчестер, на котором мы будем устанавливать. И ждем, пока пройдет первый этап установки. Я все процессы ускоряю. Вот этот процесс тоже идет какое-то время. Написано 26 минут. На самом деле этот процесс тоже шел около... Ну, чуть меньше часа, конечно, но около того на самом деле. Дожидаемся конца. И здесь появилась такая вот очень интересная штука.
Дело в том, что операционка у меня запустилась после установки сразу, без всяких постнастроек. Это впервые, потому что до этого, когда я устанавливал предыдущие, было с Sierra, с High Sierra, с Mojave было на этом компьютере. Перед запуском системы всегда требовалось сделать постустановку. Но в этот раз на Каталине, здесь тоже жмем продолжить, да. В этот раз на Каталине почему-то, мне непонятно, система после установки запустилась сразу. Да, здесь жмем все продолжить, применить, это мне все надо. Вначале, да, я ввел пароль от своего Apple ID, вам тоже это нужно сделать. Здесь выбираем, какую тему вам больше нравится. Автоматическая почему-то не выбирается. Я выбрал для себя темную, потому что люблю темную тему. И нажимаем продолжить. Последние настройки. И вот она полностью рабочая macOS 10 Catalina, которая установлена на вашем компьютере. Я думаю, уже на вашем она, конечно, тоже будет установлена, но на моем MacBook 2010 White. Так, здесь все ненужное давайте закроем. Это тоже закроем. Угу. Установим патч Night Shift. Супер надежный пароль. Все, установка завершена и перезагрузку. Так, ждем перезагрузку. И вот у нас вылазит вот такая вот карамбалямбра. Дальше у нас Mac перезагружаться не будет, поэтому нам необходимо сделать пост-установку. Перезагружаем компьютер, жмем Alt, ждем загрузки, не отпуская Alt, ждем загрузки меню выбора, соответственно, носителя, с которого мы будем загружаться, выбираем нашу флешку и ждем снова появления меню, где у нас есть пункт macOS Post Install. Выбираем его, продолжить. И здесь система автоматически определяет, какие настройки вам необходимы. В принципе, если у вас что-то неправильно из этого выбрано, вы можете, конечно же, изменить. Но, как правило, всегда правильно вроде бы получается. После установки жмем галочку «Почистить кэш», перезагружаем. И после этого наша система работает в полной боевой готовности. Отлично, без тормозов. По крайней мере, у меня все работает отлично. Полет нормальный. Вот уже целые сутки. И я думаю, что все будет и дальше хорошо. У меня как он называется? Забыл, как называется. Clean My Mac. Да, у меня установлен Clean My Mac. Все системы работают отлично. Я посмотрел, кроме процессора. Процессор у меня работал на полной мощности и немножко перегревался. Но это связано было с тем, что подгружались все фотографии, все из облака у меня все файлы подгружались, все остальное, поэтому требовалось, видимо, много мощности. И есть такая особенность, что процессор у компьютера, вот если, соответственно, установлено на неподдерживаемом компьютере, процессор перегружается чутка. Друзья, надеюсь, вам понравился этот ролик. Если да, то обязательно ставьте лайки мне за старание. Я очень старался, чтобы вы это увидели, чтобы ваши компы работали еще лучше, и вы могли пользоваться самой свежей операционной системой. Я, конечно, не сам этот софт изобрел, но я снял этот гайд, по которому вы сможете все это установить. Ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе выходов новых видео и больше наслаждаться этой прекрасной артистичной мощью. Вот. И еще раз хочу напомнить про свой магазин восклицания, в котором вы обязательно должны побывать. По ссылке в описании напоминаю, что он есть. Ссылка в описании. По промокоду Сорока скидка 15% в течение 2 недель. Welcome, друзья, и до скорых встреч, до новых роликов.
Bye-bye, YouTube. Stay boy.